Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Свой сегодняшний влог я хочу начать с раскраски цветочные часы. Здесь я раскрашиваю детской акварелью. И фон, как правило, делаю сухой пастелью. В этот раз я выбрала для себя одуванчик. Мне вообще очень нравятся одуванчики, ромашки. Поэтому я с огромным удовольствием здесь пораскрашиваю. Акварель у меня луч 32 цвета. Я уже достала кисточку, стаканчик с водой и ту самую губку, чтобы промакивать кисточку. В этом месяце я еще ни в одной из этих раскрасок ничего не делала, поэтому как-то соскучилась. В общем, потихонечку как-то их продвигаю. Одна у меня уже, как вы знаете, луговые цветы уже закончена. Правда, видео я уже пытаюсь снять полдня. Я наладила свой режим, как и собиралась. Но единственное, что я неделю жила в этом режиме, а потом я еще кое-что решила сделать полезное для своего организма, и я 3 дня вообще полностью ничего не ем, только пью воду. Сегодня 3-й день, и я буду к вечеру постепенно из этого состояния выходить. Но это на первый раз, потом, конечно же, я буду стремиться к 10 дням. И, конечно, знаете, я про еду не думаю вообще, то есть мне как-то, я иногда могу вспомнить, но знаете как, не потому что я хочу есть, а чисто вот как к такому развлечению, к одному из. А вообще, наверное, я бы даже и не вспоминала, но у меня организм, поскольку это первый раз лечебное голодание, то у меня болит голова, бывает тошнит утром, но это опять же вполне объяснимо, такая реакция у многих. Но, конечно, снимать мне довольно-таки тяжело, поэтому вот сейчас 2 часа дня, и я, в общем-то, только-только начинаю съемки. Но это не страшно, как бы. Ну что ж, давайте приступим, покажу вам процесс раскрашивания. Оставайтесь со мной. Побрызгаю, потому что еще краски только достала. Сейчас надо выбрать краску. Вот эту желтую или другую. Да, наверное, я оранжевым надо потом, скорее всего, красить поверх желтого. Вот эта желтая краска, она получше, поярче, понасыщенней. И сюда более хорошо подходит. И немного оранжевого. Вполне. Так, а вот здесь зеленый. У меня как раз еще здесь подходит более темный, и он-то у меня закончился. Он у меня есть в новой палитре, хотя я думаю, что есть еще в какой-то. Да ладно, попользуемся тем, что есть в данный момент. Мне, честно говоря, как-то не очень сейчас туда-сюда вставать по причине лечебного голодания. Просто ноги болят в этот момент. Поэтому уже что положила, то и положила. Еще один одуванчик. Вообще мне понравилось одуванчики раскрашивать гуашью. Я так делала в нарвалах. Из серии я люблю раскрашивать, но не знаю, здесь я уже как-то акварелью привыкла, пусть так и останется. В конце концов, тоже неплохо.
Ну, вообще у меня темно-зеленой краски в уголках немножко осталось, поэтому... Ну, вот я где-то черную добавляю, смешиваю. Тоже хорошо получается. Так, вот это светлое. И вот как раз-таки из уголков добываю темную. Как раз хорошо подходит. Не знаю, может быть, я еще потом добавлю желтенького. Это будет весьма неплохо. Я решила, что пусть это будет акварельный день, и выбрала себе еще одну раскраску из этой серии «Цветы из сада». Здесь я выбрала вот эту иллюстрацию с тюльпанами. Также ее буду раскрашивать акварелью, как вы уже поняли. Но тут я фон как-то так сделала перламутровой акварелью, и тут тоже. Но у меня здесь есть, конечно же, и сухая пастель вот здесь. Тут у меня, по-моему, что-то еще раскрашено. Да, две вот эти. Тоже мне нравится, как получилось. Тут у меня сухая пастель. Ну, я не знаю. Может быть, здесь все-таки использую перламутр, а то я как-то раньше использовала в любое время года его, а сейчас как-то всю зимой. Поэтому будет повод немножко порасходовать перламутровую акварель. Возможно, фон будет тоже голубой, потому что, тюльпаны я планирую делать, по примеру, красными, естественно, зеленые листья, и ваза, скорее всего, будет оранжевая. Желтая, немножко с оранжевым, где вот тут затемнение. Поэтому вполне голубой цвет подойдет. Но это уже фон в самом конце, поэтому как получится. Я покажу предыдущую иллюстрацию в конце видео. Когда акварель высохнет, я сделаю там фон, раскрашу этих пчелок или ос. И, соответственно, после этого вам покажу готовый результат, и здесь тоже. Мне очень нравится раскрашивать детской акварелью, прям для меня это кайф. Так что сегодня прям релакс-день. Но, скорее всего, все видео до конца месяца и будут такими. Просто я задействовала в видео все раскраски, которые по плану, поэтому сейчас идет не по плану, и у меня сейчас такое время, что я именно буду что-то на релаксе. Но вот для меня, например, подобные раскраски с крупными элементами сейчас действительно более будут актуальны, потому что действительно сейчас бывает голова болит, а я все-таки стараюсь утром или днем снимать. Но утром я сейчас совсем не могу снимать. То есть я, так сказать, встаю рано, но снимать я не в состоянии. Вот. А вот к вечеру у меня как раз уже замечательно. И днем вот как сейчас я раскрашиваю. Поэтому все равно не хочется как-то напрягаться, поэтому вот будет, наверное, акварель, маркеры. А почему нет? Это тоже раскраски, я и к всяким по номерам детским очень хорошо отношусь. Я считаю, что это полноценные раскраски, это релакс, и, в общем-то, вполне себе и результаты получаются неплохие, особенно когда маркерами раскрашиваешь. Всяко должно быть разнообразие в хобби. Тогда будет очень хорошо. Не хочу себя загонять в какие-то рамки. Мне бы все-таки хотелось, чтобы это хобби дальше приносило мне радость. Мне, конечно, хочется с чем-то сейчас, может быть, сесть и заморочиться, но вот. Пока какая-то такая слабость, все дела.
Но это скоро пройдет и будет легкость. Ну вот уже довольно нормально так получается. Мне, конечно, я красный цвет не люблю, но вот он какой-то, ну, хочется более удачный. Дораскрашивала. Здесь мне, правда, предстоит сейчас еще, скорее всего, белой ручкой крылышки по контуру обвести, но я только что их раскрасила перламутровой акварелью, и, соответственно, все должно высохнуть. Ну, а фон я сделала. Фон я делала пастель, вот использовала Мунго. Правда, что-то вот здесь бы еще, наверное, немножечко, да, вот так вот оно лучше. И вот здесь. Ну, на камеру просто, знаете, видны иногда косяки, которые не видны обычно. Поэтому даже можно, наверное, немножко добавить. Чуть-чуть. Вот. Ну, а в целом меня устраивает, как получилось. С обратной стороны все в порядке, ничего не протекло. Я достала вот эту свою любимую луч, но здесь у меня уже во второй палитре голубой заканчивается, поэтому я взяла вот такую, хотя у меня есть еще большая такая, но я подумала, раз у меня теперь две маленькие, лучше всего маленькую открыть. Здесь в основном те цвета, которые я использую. Так, и теперь, сейчас я это отложу в сторону, и теперь покажу вторую раскраску. Вот так получилось здесь. Да, я тоже перламутровой акварелью воспользовалась, как раз таки для чего я брала вот эту маленькую на 6 цветов. Здесь немножко добавила фиолетового, мне просто не хотелось брать гамму, там есть синий перламутр. Ну, в общем-то, тоже так простенькая отдыхалочка, зато с огромным удовольствием. С обратной стороны также все в порядке. Вообще отличная здесь бумага, как мне кажется. Ну, насчет там какой-то другой акварели я не знаю. Тут дело еще и привычки. Вот. Ну, а вот для меня детская акварель тут просто идеально. Не знаю, скорее всего, ничего я здесь не буду добавлять по типу черного карандаша. Мне кажется, здесь, в принципе, все и так нормально. Контур тут как тонкий, так и толстый, поэтому ничего добавлять не нужно. Вот такой вот у меня был хобби-влог. Если данное видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.